Привет! В этом ролике я хочу вам показать автосортировку, которую использую последний месяц в своих вайпах. И я знаю, что индустриальный апдейт вышел уже давно. В свое время я пересмотрел много гайдов по разным схемам, но все они мне показались какими-то сложными и запутанными. Нередко было такое, что при кратном увеличении ящиков автосортировка просто ломалась и приходилось делать все заново. Поэтому методом проб и ошибок у меня получилось воссоздать схему, которая полностью автоматизирует лутовую составляющую дома. Уверен, те, кто шарит в этой теме, давно уже используют подобную схему. А еще больше я уверен в том, что многие до сих пор не воспользовались такой чудо-механикой, как автосортировка. И если ты устал прибирать кирпичи и факела лутовых после тиммейтов, то это видео для тебя. Я подготовил небольшую площадку на 3 лутовых по 2 ящика и один скидочный ящик. Для начала нам нужно установить адаптеры хранилища на каждый из ящиков. Как только мы это сделали, ставим в каждую лутовую по 2 конвейера. Один будет подавать ресурсы, другой забирать. Далее ставим разветвитель, комбинатор. Соединяем наши конвейеры с ящиками, как на видео. Соединяем разветвитель с конвейерами, которые будут подавать ресурсы. Соединяем скидочный ящик с разветвителем. И выход комбинатора соединяем со входом скидочного ящика. Далее у нас осталось 3 неподключенных конвейера, их нужно подключить в комбинатор. На этом схема готова, осталось только ее запитать и выставить фильтр. Каждый конвейер требует 1 единицы энергии, поэтому я в бренче выделяю 6 единиц, подключаю первый конвейер к синему порту, далее последовательно подключаю каждый конвейер от красного к синему. В конвейере на подачу ресурсов выставляем то, что вам нужно. В конвейере на вывод ресурсов ставим то же самое и режим исключения предметов. Таким образом, эта схема сортирует не только ресурсы из скидочного ящика по лутовым, но и фильтрует предметы в самых лутовых. Вот я закидываю лишние предметы, они все вернулись в скидочный ящик, вещи, которые не были указаны в фильтрах, остались в нем, а калаш вернулся на свое место. Далее я вам покажу эту же схему, но на примере уже небольшого лутрума. Также внедрим туда автоплавку на электрических печах. В этот раз ящиков больше, поэтому для начала я соединяю адаптеры между ними. Обратите внимание, как я это делаю. В предыдущем примере в одной лутовой у нас была всего одна линия сортировки. В этом примере в каждой лутовой у нас будет по 2. Так как линий сортировки всего 2, на каждую из которых нужно по 2 конвейера, значит в каждой лутовой должно быть по 4 конвейера. У ящика, куда должна поступать плавленная руда, я ставлю только один конвейер на вывод. В автоплавке я ставлю 3 конвейера, первый на подачу ресурсов, второй на перекачку ресурсов в печке и третий на вывод. Также заранее ставлю комбинатор, он в дальнейшем нам пригодится. Каждой лутовой ставлю по разветвителю. Далее нужно подключить разветвители друг к другу правильно. Для этого берем выход под номером 1, подключаем его к следующему разветвителю. Снова берем выход под номером 1 и подключаем к следующему. Так делаем по всей лутовой.
Когда дойдете до последнего разветвителя, обратите внимание, что у вас будут свободны все 3 выхода. Вам нужно будет подключить второй и третий, а первый оставить свободным. Он будет нужен, если у вас в доме прибавится ящиков. Выход под номером 2 я подключаю к конвейеру, который подает руду, а выход номер 3 я подключаю в комбинатор, который поставил заранее. Далее я подключаю конвейеры к ящикам, как в первом примере. После нужно подключить конвейеры к свободным выходам разветвителя. Так как по-другому их подключить невозможно, проблем с этим возникнуть не должно. У самого первого разветвителя, который вы ставили, будет свободный вход. Его нужно подключить к скидочным ящикам. Теперь нам нужно соединить вывод со всех лутовых в одну трубу. Для этого перед каждой лутовой я ставлю по комбинатору и еще один дополнительный перед скидочным ящиком. Далее соединяю конвейеры в комбинаторе. А выход комбинатора подключаю следующий, и так по кругу. К дополнительному комбинатору подключаю последнюю лутовую и ящик с плавленной рудой. Выход из этого комбинатора нужно подключить к скидочным ящикам. Далее займемся подключением электрических печей. На 3 печки потребуется 9 единиц энергии. Выделяем 9 единиц, подключаем к выключателю, а от выключателя к разветвителю. Сам же разветвитель подключаем к печам. Теперь нужно подать питание на конвейеры. Всего у нас в схеме получилось 24 конвейера, то есть выделяем 24 единицы энергии. Как и в первом примере, последовательно их подключаем друг к другу. Если вы сделали все правильно, ваши конвейеры замигают красным. Теперь нужно настроить фильтры для автоплавки. Первый добавляем нашу руду, второй мы просто включаем, а в третий добавляем серу, металл и МВК. Помните, я ставил один конвейер у плавки. Идем к нему, копируем в него фильтры из последнего конвейера в автоплавке. Ставим режим исключения предметов. Неплавленная руда должна доходить до печек, а из печек ресурсы должны попадать в указанный ящик. Также проверяем, чтобы лишние предметы возвращались обратно в скидочный. Осталось только настроить конвейеры в самих лутовых. Как и в первом примере, дублируем фильтры на ввод и вывод. Конвейеры, которые выводят, ставим в режим исключения предметов. Повторяем процедуру в каждой лутовой. Как только вы все сделаете, можете себя поздравить с тем, что не придется убирать кирпичи с тиммейтами. Также обратите внимание, что у вас остался один свободный разветвитель и еще один свободный комбинатор. В дальнейшем они вам пригодятся, вы сможете подключить еще одну такую лутовую. На этом все, надеюсь, ролик был для вас полезным, либо освежил память для тех, кто все уже знал.